Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такой шнурочек. Посмотрите, шнурок можно связать пряжей одного цвета, либо двух цветов. И так он смотрится достаточно интересно. Двухцветный. Этот шнурок связан из пряжи, из трикотажной пряжи тоненькой. То есть она бывает толстая трикотажная пряжа, бывает тонкая. Из трикотажной, конечно, он выглядит интереснее. Где можно использовать такой шнурочек? Ну, во-первых, если вы вяжете топ, то можно связать бретель для топа таким способом. Он не будет так растягиваться, как, например, цепочка из воздушных петель. И выглядит гораздо лучше, чем просто столбики без накида. Можно использовать для завязочек, в детских вещах, если вы вяжете пинетки. Даже, возможно, в сумках где-то можно найти применение, в брелках. Сейчас я покажу сначала, как связать такой шнурок из трикотажной пряжи, потому что на ней будет видно лучше всего. Итак, возьмем пряжу. Нам нужно оставить хвостик длиной примерно в 3 раза больше, чем вы хотите связать шнурок. Я оставлю вот такой небольшой, сантиметров 30 хвостик, и сделаю начальную петлю. Крючок возьму номер 6,5. Сделаю первую петельку. Так, значит, хвостик у нас остается снизу и рабочая нить сверху. Делаем накид из хвостика, подхватываем рабочую нить и протягиваем сразу через 2 петли. Опять делаю накид и протягиваю через 2 петли. Таким способом до конца ряда вяжем цепочку или шнурочек. Единственное, нужно подтягивать шнурок, подтягивать хвостик, чтобы он не провисал, и цепочка, чтобы шнурочек не косила, а он был ровным. Потому что если, допустим, вы сильно будете затягивать рабочую нить, либо будете сильнее затягивать хвостик, то шнурок начнет косить, он будет прогибаться в одну сторону или в другую. Но можно всегда вот так немножко подтянуть и его поправить, если вы не сильно затянули хвостик или рабочую нить. Накидываем раз, подхватываем и протягиваем через 2 петли. Опять накидываем снизу, подхватываем и протягиваем. Накидываем, протягиваем. Как закончить такой шнурок? Так же, как и обычную цепочку из воздушных петель, я обматываю вокруг крючка и протягиваю ниточки через петлю, вытягиваю и отрезаю. Вот, когда вы вяжете пряжи одного цвета, то с краю получится очень такой ровный кончик, а с этой стороны у вас будет узелочек. Сейчас покажу, как связать двухцветный шнурок. Соединяю петли 2 вместе, делаю, сейчас возьму поменьше только крючок, 4 номер, и делаю первую воздушную петлю. Можно сделать ее пряжей одного цвета. Основной цвет у меня будет сиреневый, а белый будет дополнительный цвет. Здесь вы вяжете от 2 моточков, поэтому не важно, какого будет хвостик, нам не нужно рассчитывать. Накидываем белый цвет и протягиваем сиреневым. Накидываем белый, протягиваем сиреневый. Так до конца цепочку довязываете той длины, которая вам нужна. Ну, кстати, подростки любят делать всякие фенечки, какие-то браслетики себе на руку. Такой способ вязания фенечек тоже имеет место.
Если вязать с бусинами, то получится настоящий браслетик. Ну, смотрите, такой двухцветный шнурок или цепочка получается. Закончить вязание можно точно так же, как и пряжей двух цветов. Делаем последнюю петлю, протягиваем нитку и затягиваем. С края, чтобы был красивый кончик, можно сделать такой вот узелок на конце и отрезать лишние нитки, либо наоборот на конце сделать кисточку. Мне кажется, что это очень простой шнурок, и для рукодельниц обязательно найдет свое применение в вашем творчестве. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравился урок, пишите в комментариях, знаете ли вы такой способ вязания шнурка, или, возможно, есть еще более интересные способы. Можете дать на них ссылочку. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.